Уважаемые коллеги, здравствуйте! Наш сегодняшний выпуск с Рамилем Камаевым будет, наверное, интересен гинекологам и урологам. Здравствуйте. И сегодняшний такой короткий обзор мы бы хотели посвятить мужскому и женскому здоровью. И что интересно, есть продукты в концепции здоровья, мужское здоровье и женское здоровье. Я хочу отдельно остановиться именно на этих продуктах, потому что на самом деле и мужское здоровье, и женское здоровье, как бы сказать, это сфера-то очень обширная, да, для применения, так скажем. Но здесь и сосудистые проблемы, здесь и проблемы с выработкой гормонов, эндокринной регуляцией, здесь и паразитарная проблема, здесь и грибковая проблема. И в принципе, как любое заболевание, гинекологические, урологические заболевания, это всегда некий комплекс проблем. Но что мне нравится в ваших формах, вот такое женское здоровье и мужское. Вообще, на самом деле, нужно было в черном пакете делать женское здоровье, иньское, чтобы было, а янское, светлое, мужское. Но не суть. Самое главное, что те наноэкстракты, которые вошли в состав и женского, и мужского здоровья, работают строго со сферой, которая им, так сказать, вверена. Но, кроме всего прочего, работает еще с сосудистой системой всего организма, работает с эндокринной регуляцией, что важно, и мягко воздействует на нервную систему. Потому что ваши купажи, насколько я помню, они всегда многогранны. Да, они все на нервную систему работают, расслабляюще. Это трава адаптогены, вот, предшественники гормонов, то есть они в первую очередь насыщают, да, вот эндокринную систему, то есть ну да, из есть чего строить, из чего да? строить гормоны. Соответственно, в мужском все по-мужски, в женском все по-женски. Ну, в мужском, Вот, например, мне нравится состав очень, потому что здесь семена тыквы. Я, например, с удовольствием бы увидела это и в женском. Ну, почему-то вы нас лишили этого. Семена черного тмина. Подборка была правильной. Правильно, не сомневаюсь, потому что специалисты, которые составляют купажи для концепции здоровья, им уже, ну, как бы сказать, много лет самим и более 50 лет научной практики в травничестве и, соответственно, в составлении вот таких вот наноэкстрактов. И здесь, что мне очень нравится, работаете с пихтой, работаете с щитотелом, с лавром, с корнем бадана. Это мужское здоровье. И еще несколько секретных компонентов, которые вы сможете всегда увидеть и на сайте, и, так сказать, на самом продукте. Но женское здоровье, здесь и боровая матка, и красная щетка, все, что нужно женщине для улучшения репродуктивной функции, все здесь есть. Да, оно улучшает кровообращение в органах малого таза. И тот. Да, купаж. Но у мужчин работает на сперматогенез, на общую, на, так сказать, активность и женское здоровье, и увеличение либидо, и, соответственно, улучшение репродуктивной функции, на такую мягкую, так сказать, мягкое воздействие на эндокринную систему. Без этого мужское очень хорошо работает с простатой. То есть профилактика аденомы? Ну, простатита? Там вот суммарно, да, когда мне сказали пропей его, у меня нет проблем ни с чем, но я так считал. Я его пропил, а мне сказали, как дела? Я говорю, ну так как и было, все хорошо. Мне говорят, понаблюдай. И вот тут я обратил внимание, что я перестал просыпаться ночью в туалет. По 2, по 3 раза просыпался. Ну, потому что я воды много пью перед сном. И когда просыпаюсь, опять же, сходил в туалет, выпил водички и опять лег спать. Ну, вот такой я водохлеб, нет? Как только пропил курс, 50 дней курс. Я его пропил, я реально лег, утром проснулся, никаких ночных пробуждений. Ну, сейчас еще другая проблема. Молодые ребята, ну, это, предположим, там, ну, так, строго говоря, за 35 возраст. А у молодых мальчиков и девочек сейчас, к сожалению, проблема бесплодия. И здесь состав очень грамотный. И изучите, пожалуйста, уважаемые коллеги-гинекологи, потому что, на самом деле, состав, который вот мужское здоровье, да, урологи его оценят, я надеюсь, потому что здесь и женьшень, и красный корень, и синергичное действие трав. Да, здесь еще был случай у нас, когда мужчина разбил позвоночник. Да. Ну,
не будем об этом. Ниже ребер ничего не чувствовал, моча через катетер. У него началось воспаление мочевого пузыря. И вот мы ему отправили мужское здоровье и черный тмин. И воспаление с первых дней прям вот отмечает его речь. То есть при циститах оно прекрасно работает? Мгновенно прошло воспаление, буквально за день-два. Да, здесь есть компоненты, которые работают именно с выделительной системой, с мочеполовой системой. Но на самом деле по восточной традиции принято считать, что почки, мочевой пузырь – это единая система с репродуктивной системой. У нас немножко это деление есть, а вот на Востоке это все единая система. На самом деле практика показывает, что это именно так. И, соответственно, те купажи, которые я сейчас держу в руках, женское здоровье, мужское здоровье, это как раз те купажи, которые работают с выделительной системой тоже. Поэтому такие интересные наблюдения уже практиков, да, только подтверждают мои, кстати, выводы, когда я знакомилась с этим продуктом. Конечно же, наш любимый продукт – смесь корней как клеточное питание. Да. Это мы уже про него неоднократно. Это разработка сельскохозяйственной Тимирязевской академии. Это гидропонные установки, это полное понимание цикла растения, самого семени, да, когда за день проходит, как будто год прошел. Там и длина волны, и температура, все. И растению кажется, что все, лето прошло, осень прошла, зима прошла, началась весна. То есть ему нужно скорее накапливать. И оно начинает... Нет, это запуск, да. Чтобы прорастить, допустим, пшеницу с ячменем сейчас, без химии не справится. Ах, вот как. Оно сейчас не будет. Там длина волны другая. Вот у самой планеты. Да, это зима. Миграционный фонд учитывается. Да, здесь все. И вот они прогоняют его, и семя думает, что все весна. И запускается в действие. Поливаем его гуминовыми кислотами, которые можно развести с водой и пить вообще для профилактики здоровья. Вот исключительно ими. И на 7-м дне мы снимаем это, уже укрепившийся корень такой развитый. И уже пошел стебелек хорошенький. На 7-м дне, потому что соотношение корней и ростка 1 к 2 на 7-м дне. Дальше уже перерастает и начинают накапливаться нитраты. То есть наши ученые это зная, а вот на 7-м дне снимаем. Полностью отдавливаем весь сок, то есть под прессом. Клеточная жидкость удаляется, кстати? Нет, не удаляется. Не здесь удаляется? мы берем этот сок, именно, там у зелени мало этого сока, потому что там еле-еле, а корень насыщенный, да, там в разы больше. И замораживаем минус 60 плюс ветер, то есть шокерная заморозка. Позволяет, сохранить. В природе заложено, что мороз, растение сохраняет свои свойства. И не превращая в жидкое состояние, убираем влагу. Это процесс лиофильной сушки. Многие путают с сублимацией, но они очень похожи процессы. Но все биоактивные вещества сохраняются. Абсолютно верно. И дальше мы уже и жмых, и сок обратно смешиваем, уже как порошок. Да. И получается, что у нас в пакете, там в чайной ложке, вот на стакан воды она разводится, белков, именно аминокислот, эквивалент 100 граммам мяса. Вот. А по витаминам, минералам и ферментам это 1,5 килограмма овощей и фруктов. То есть все, что нужно в там нужных соотношениях. Состав, да. Это там важный витамины, момент. там минералы, Это там много витаминов группы витамина Е и витаминов группы В. Там кальция, как вот в этой чайной ложке, как в 11 стаканах молока. Кальций из молока очень такая вещь. Очень и тут же я скажу, что это клетчатка, которую очень обожают наши симбионты. И вообще я считаю, что если вы только начинаете работать с продуктами концепции здоровья, смесь корней – это универсальный, по сути, донор микроэлементов и клетчатки, и витаминов. Потому что это то, что, собственно, отдает растение самое дорогое, что у него есть. И к тому же запускается перистальтика и так дальше. Очищение очень хорошо кишечника происходит. Нет никакого мужского и женского здоровья без нормальной функции желудочно-кишечного тракта. Это фикция. Поэтому желудочно-кишечный тракт сначала, да, восстанавливаем. Но это сейчас уже знают и косметологи, и гинекологи, и терапевты, и, слава богу, уже гастроэнтерологам, не знаю, хорошо это для них или нет, что им прибавилось работы, но врачи всех специальностей сейчас активно изучают работу все-таки желудочно-кишечным трактом, потому что дальше мы не продвинемся.
эра узкой специализации, на мой взгляд, проходит. И что мне нравится в продуктах концепции здоровья, здесь всегда есть воздействие на организм в целом. Это не лекарство, которое точечно и симптоматически, к сожалению, решает вопрос. Здесь воздействие идет на гомеостаз в целом, на насыщение микроэлементами в нужных соотношениях, что важно, и витаминами, которые, собственно, живые и биосовместимы с нами. Ну а дальше уже решаются какие-то частные проблемы растительными купажами и так дальше. Хочу вот золотую воду обсудить с вами, Рамиль, потому что это женский металл, и для мужского здоровья он не подходит. Он подходит для мужского здоровья, просто организм женщины, он в 5 раз больше содержит золота, чем организм мужчины. То есть нам женщинам нужно золото нужнее. больше. Нужнее. Нужнее, да. А есть мнение, что золото мужчинам вообще вредно. Но на самом деле золото всем вредно, если размер частиц более 100 нанометров. Вот как. А когда от 2 до 20, вот как у нас, оно очень даже полезно. Оно создает, да, оно создает длину волны вот этого металла, именно чистого золота. Потому что до сего момента золото мы видели в коллоидных растворах, то есть крупные частицы, даже более 200 нанометров. И это были соли золота. То есть это не чистое, да, это соли золота. В чистом виде золото, ну вот, мало кто может, мы уже более 60 лет можем это делать. Ну и проблемы, с которыми сталкиваются гинекологи, урологи, различных паразитарных инвазий, различных засилия, различных простейших, резистентные формы микроорганизмов, тоже решается золотой водой, кремнием. Его бактерицидное действие известно прекрасно. И к тому же у концепции здоровья есть прекрасные антикандидные препараты. Это кандидосупрессор с комплексом ферментов, разрушающих стойкую оболочку грибков, в частности кандида, и других тоже. Противопаразитарная программа очень грамотная. Но мы говорили о ней в обзоре для продуктов для желудочно-кишечного тракта, поэтому подробно останавливаться уже не будем. Но в любом случае эти продукты, они уникальны по своему составу и по своему действию. И тоже не пропускайте, пожалуйста, такую проблему, как избыточный рост дрожжей и у мужчин, и у женщин. К сожалению, никакого мужского и женского здоровья не будет, если у нас будет засилие грибков. Симбионтная флора от этого, конечно, страдает. Здесь можно уже присоединять, соответственно, питание для симбионтной флоры, пребиотики и дальше по схеме, которая достаточно обширна. И всегда мы с врачами эту тему поднимаем, да. И всегда мы ее подскажем. Да, и для гинекологии я бы еще рекомендовал, очень сильно рекомендовал бы именно сорбент А наш. Дело в том, что вот что мешает организму, да, передаче импульсов. Тут, когда скрытую проводку электрики ищут, да, проводов не видно, а трепещание вот это вот слышно. Да. И когда отводишь отверточку эту, которая ищет на полметра, и она уже уменьшается. Также наши нейроимпульсы проходят там, где вот та же самая кандида, или там, где есть отложение этих солей, таких тяжелых металлов, как ртуть. Да, это большая проблема. Да, они создают именно вот эту помеху. А наш сорбент, это и правовращающие, и левовращающие электроны, создают магнитную индукцию. Очень сильное силовое магнитное поле, которое вытягивает и радионуклиды, и одноклеточных, и ртуть в том числе. Единственный препарат в мире, который сейчас прекрасно справляется с ртутью и со свинцом. Кандидосупрессор обладает способностью вытягивать, на самом деле, из соединительных тканных депо различные отложения и ртути, и других тяжелых. Кандидосупрессор вытягивает, а сорбент А сорбирует, как гемосорбент. То есть они хорошо работают в паре. Поэтому если есть вот такое подозрение у вас, коллеги, что есть отравление тяжелыми металлами, да, и вообще, в принципе, ну, люди из промышленных городов, живущие вдоль трасс, ну, в общем, как бы много достаточно таких, которые имеет и производственные вредности, то есть есть такая проблема. Не забудьте, что есть вот такая пара, да, кандидосупрессор плюс сорбент А. Очень мощное на самом деле действие производится. Противопаразитарный комплекс уже против гельминтов, против простейших, пожалуйста, тоже можно использовать, если есть вот такая проблема. Для того, чтобы улучшить кровоснабжение малого таза, прекрасно работает смесь наноэкстракт, по сути, черного тмина и мультивитаминный комплекс с облепихой
с экстрактом ягод и плодов облепихи. Мне очень нравится его действие, укрепляющее на сосудистую стенку. И очень часто как раз микроциркуляция нарушена, и в малом тазу особенно если девочки, да и мальчики сейчас сидят, так сказать, большую часть дня. И вот мультивитаминный комплекс здесь я бы вам рекомендовала, потому что пропотевание через стенку сосудов, на самом деле при застоях, да, вещь достаточно неприятная. И стенка сосудов должна быть в порядке. Для того, чтобы не запускать вот этот порочный круг, когда в межклеточной жидкости, так сказать, густо, да, а в клетке пусто, что называется, лучше, конечно, использовать средства, которые мягко укрепляют саму сосудистую стенку, не давая сосуду быть излишне проницаемым. Да, это вот меланины чаги там же присутствуют, и там же очень мультивитаминный много комплекс не просто так комплекс витаминов, это еще и меланин, про который мы с Рамилем уже неоднократно рассказывали вам, наверное, но не забывайте просто про него. Про него не грех нам и вспомнить, потому что это главный антиоксидант, главный антиагрегант и главный донор электронов при любом патологическом процессе. Прежде всего, клетке нужна энергия. Митохондрии наши не справляются, как известно. Митохондрии являются родственниками бактерий, по сути, древние бактерии. И они также уязвимы под действием антибиотиков, гормонов, противовоспалительных средств. Наши митохондрии мельчают, они действительно становятся мельче, они вырождаются, они погибают. И вот меланин, что мне нравится в меланине особенно, что он работает с этими органеллами, он восстанавливает митохондриальный пул. Очень интересный препарат. Любой препарат концепции здоровья с меланином рабочий. Меланин меланину рознь, тоже нужно это понимать. Синтетические и животные меланины в разы слабее, и есть побочные эффекты. Что касается растительных меланинов, в концепции здоровья работают с меланином чаги, гречихи и меланином реликтовых растений. Их действие уникально, поэтому, пожалуйста, поставьте себе мысленно галочку, и, соответственно, с меланинами в концепции здоровья можно работать. Наверное, посоветую еще гинекологам и урологам такую смесь, которая называется для иммунитета. Она очень мне приглянулась, честно говоря, в тот момент, когда вы мне посоветовали его принимать вместе с питанием для нервной системы. Мы поговорим об этом позже. Сейчас я добавлю, что для иммунитета является синергией для всех наших купажей вот этих трав адаптогенов. Ну, я так и поняла, что он как-то для действует каждого, да. в любом То есть он случае. усиливает 1 + 1 = 7. Это правда. И не только успокаивает вместе с питанием нервной системы, не только бодрит вместе с другими, скажем, купажами, но и работает как, по сути, как неспецифический иммуномодулятор. Увеличивает количество клеток белой крови. Вот после ковид это отдельная тема у нас, но в любом случае после ковид очень у многих те слабые места, да, которые, собственно говоря, у каждого есть, генетически обусловленные, они, так сказать, проявили себя. И вот смесь для иммунитета, она хороша при любой патологии, связанной с воспалением, с изменением свойств крови, скажем, длительное воспаление, которое выматывает кровь, да, если можно, уменьшает количество клеток белой крови, потому что уже не хватает, соответственно, у органов кроветворения уже не хватает, честно говоря, терпения, да, глупость носителя терпеть. То есть человек, который длительно болеет каким-то заболеванием воспалительного свойства. Заболевание переходит в хроническую форму. Может ли иммунная система сражаться на пике ресурса с этим заболеванием? Ну, не может. Она так или иначе начнет сдавать позиции. Изменение формулы крови при этом абсолютно неизбежно. Так вот, эта смесь для иммунитета выравнивает очень мягко, выравнивает формулу крови. По сути, работает с формулой крови. Мне очень нравится ее действие. И, соответственно, могу спокойно рекомендовать, когда идет перекос по лимфоцитам, да, по нейтрофилам, эозинофилам, как раз смесь для иммунитета. Удивительное действие на клетки белой крови. Ну, наверное, вот этот вот такой небольшой обзор поможет вам сориентироваться в продукции концепции здоровья и выбрать для себя подбор продуктов для ваших пациентов. Но так как мы все, женщины и мужчины, начинайте всегда с себя.
уважаемые доктора, начинайте всегда с себя. Пробуйте, как работают купажи, как работают наноэкстракты. Это незабываемый опыт и ваше здоровье, ваше лицо перед пациентами.